Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Вы меня очень давно просили показать, как связать аккуратную красивую планку крючком с отверстиями для пуговиц. И вот, наконец, я вяжу жилет. Можно сказать, уже связала жилет. Жилет связала без швов сверху вниз. Вот с таким красивым регланом по плечам. И обвязывала полочки жилета и горловину одной целой планочкой и выполняла отверстие для пуговиц. И в этом видео подробно покажу, как связать такую планку. Планку вяжем крючком. Получается ровный ряд петелек, как будто связанных спицами лицевой гладью. На обратной стороне вот так выглядит планочка. Она плотная, не закручивается, хорошо держит форму, имеет красивую кромку. Причем вязала я планочку целой. Начинала от угла, провязала планку с отверстиями для пуговиц. Затем сделала переход, вот такой вывязала уголок, обвязала горловину. И далее по второй стороне тоже сделала уголок и связала планочку по второй стороне. По сути, они практически одинаковые, только немножко отличается направление петелек, но это мало заметно. Поэтому без обрыва нити одной целой планочкой можно обвязывать как края жилетов, кардиганов, жакетов. Пожалуйста, этот мастер-класс будет вам очень полезен. Подробно расскажу все нюансы, как связать такую планку. Итак, далее перехожу к мастер-классу. Дорогие друзья, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдет видео по вязанию вот такого уютного жилета. Начинаю вязание планки от угла. Получается, снизу вверх будет идти направление вязания. И вначале делаю на крючок начальную петлю и затем присоединяю нить к основному вязанию. Ввожу крючок с лицевой стороны, вот видите, внизу кромочная петелька, и вытягиваю вот сделанную петельку на лицевую сторону. Далее вот этот вот кончик нити можно будет замаскировать на изнанке. Можно сделать по-другому. Если вы не хотите, чтобы на уголке было видно узелок, просто вводим крючок в кромочную петлю и вытягиваем вот петельку на крючок и далее провязываем вот первую лицевую петельку. Но вот этот вот кончик нити нужно сразу замаскировать и закрепить на изнанке, чтобы у вас вязание в начале не растягивалось. Поэтому вот закрепляю сразу ниточку. Можно ввести здесь за полупетельку крючок, за ближайшую полупетельку, и как бы сделать закрепление как узелок дальше, чтобы у вас нить не растягивалась, и далее вязание тоже не растягивалось в начале. Далее набираем воздушные петли для начала вязания планки. Я буду вязать планочку на 4 петлях. Но можно вязать как и меньшего размера, так и большего, на 5, на 6 петлях планочку. Я буду вязать на 4, чтобы посередине выполнять отверстие для пуговиц. И далее ввожу крючок, вот 4-ю петельку пропускаю воздушной цепочки в 3-ю и вытягиваю петлю на крючок. Затем во 2-ю петельку ввожу крючок и вытягиваю 3-ю петлю на крючок. И в 1-ю петлю у меня образовалось вновь на крючке 4 петли. И далее ввожу крючок в кромочную петлю полочки. И провязываю сразу, вытягиваю и провязываю 1-ю петлю. Далее подхватываю крючком рабочую нить, провязываю вот 2-ю петлю, 3-ю и 4-ю.
По сути, первый ряд планки у нас завершен. Далее начинаю вязать второй ряд. Здесь мы не делаем воздушную петлю подъема, то есть не набираем дополнительно петли. Сразу переходим к набору петель на крючок. И вводим крючок, вы видите, вот эта горизонтальная ниточка идет далее от крючка. Но мы прокалываем насквозь вязание, чтобы у нас крючок входил, вот видите, здесь впереди идет петелька и за ней. В центре нужно проколоть вот эту петельку и вытянуть новую петлю на крючок. И также вот за следующую ниточку в петлю вкалываем крючок, вытягиваем третью петлю и четвертую. Вытягиваем петлю на крючок. Далее вновь за кромку вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем сразу первую петельку. Причем, смотрите, так как я вяжу крючком вот номер 5, а спицами я вязала более такое рыхлое полотно, получается, что по высоте я буду вводить 2 раза крючок вот в кромочную петлю, чтобы провязать 2 ряда. Вот далее провязываю второй ряд в обратную сторону, по одной петле провязываю петли с крючка. Перехожу на вязание третьего ряда. То же самое. Ввожу крючок вот за горизонтальную ниточку в центр петли, вкалываю крючок и вытягиваю петлю на крючок из следующей петельки и из четвертой, получается, петельки, и далее из следующей кромки. И эту петельку сразу провязываю первую петлю с крючка. Далее захватываю крючком рабочую нить и провязываю вторую петлю. Итак, третью и четвертую. Вот посмотрите, какое ровное вязание получается, как лицевые петельки. И продолжаем уже четвертый ряд, набираем вот 3 петли, четвертая уже есть, заводим крючок за кромку и провязываем сразу вот первую петельку, захватываем нить, вторую петельку, третью и четвертую. 4 ряда я провязала, и по высоте я провязала на 2 кромочные петли. И далее 5 ряд, то же самое, ввожу крючок вот в центр петелек, за кромку и сразу провязываю первую петельку. И далее вторую, третью, четвертую. Вот вы видите, какая получается планка с ровными петельками. С обратной стороны смотрится как изнанка, но с лицевой стороны как ровные петельки лицевой глади. Вот уже 6-й ряд. Седьмой ряд. Восьмой ряд. Как вы видите, вязание не нужно переворачивать. Очень быстро петли набираются крючком и провязываются. Причем планка не закручивается. Видите, она ровненькая и плотная получается. И таким образом я продолжаю вязать планку до того места, где мне нужно связать, вывязать отверстие для пуговиц. Кстати, еще не сказала, что за кромку, вот, смотрите, я ввожу крючок за 2 полупетельки. Ну, в принципе, тут место соединения планки с полочкой такое довольно незаметное получается. И сейчас я довяжу до места, где необходимо выполнить отверстие для пуговиц, и покажу, как вывязать отверстие.
Итак, я довязала до следующего маркера, где должно располагаться отверстие для пуговицы. И начинаю вывязывать это отверстие. Начинаю ряд, как обычно, вкалываю крючок в вертикальную петельку. Набираю петлю на крючок, вторую, третью и четвертую. Далее ввожу крючок в кромку и провязываю с крючка одну и вторую петлю. Далее 2 петли оставляю не провязанными, так как отверстие будет располагаться как раз по центру. Если, допустим, у вас 6 петель для планки вы вяжете, то провязывайте как бы в начале и в конце 3 петли оставляйте, чтобы отверстие было по центру. Если у вас нечетное количество петель, то смотрите сами, располагайте либо ближе к краю отверстия для пуговицы, либо ближе к кромке. И далее начинаю вывязывать второй ряд уже только на 2 петлях. Количество рядов по высоте вы можете любое делать. А здесь не набираем, как обычно, воздушную петлю, вкалываем крючок, вот получается уже в 4-ю петельку планки, вытягиваем 2 петлю на крючок, вновь ввожу в кромку и провязываю 1 и 2 петельку. Второй ряд провязан. То же самое провязываю 3-й ряд. Здесь уже выше в кромку ввожу крючок и провязываю 2 петельки. Вот вы видите, 3 ряда провязано. И далее, чтобы перейти на вязание вот этих 2 петелек, набираю 2 воздушные петли. Далее захватываю рабочую нить и провязываю, вот получается, оставшиеся 2 петли с крючка. Смотрим, что у меня тут ниточка расслоилась, и вот последнюю петельку. Далее необходимо провязать вот эти вот оставшиеся только 2 петельки, получается с краю ближе к краю планки. Вот в начале мы не набираем, как обычно, воздушную петлю и вводим крючок не вот в эту ниточку, а выше. Видите, вот она идет чуть выше ниточка. За нее вводим крючок и за набранную цепочку воздушных петель. И провязываем 1 петельку и 2. Кстати, если бы вы провязали вот первую половину для 2 петельки на высоту 4 или 5 рядов, если вам нужно больше отверстия для пуговицы сделать, то вы набираете здесь, конечно же, большее количество воздушных петель, и здесь тоже больше рядов провязываете. Вот я уже вяжу следующий ряд. Также ввожу крючок, вот видите, ближе здесь ниточка, за цепочку воздушных петель провязываю 1 и 2 петельку. И далее уже вяжу полный ряд, ввожу крючок вот тоже вот ближе к начальной петельке. Крючок ввожу, провязываю 1 петельку, набираю, и далее уже по ряду следующие 2 петельки и в кромку, и провязываю уже полный ряд 4 петли. И вот такое образуется отверстие для пуговицы. Здесь есть небольшое утолщение, но оно даже больше закрепляет отверстие со стороны вот края. И дальше вяжу планку и вывязываю таким образом все отверстия для пуговиц. Дорогие рукодельницы, я провязала планку до края горловины. Вот, связала отверстие для пуговиц. И теперь буду без обрыва нити уже в другом направлении вязать планочку, обвязывая горловину. И смотрите, здесь меняю направление и набираю вот воздушные петельки
уже для вязания второй планочки. Буду вязать планочку на 3 петельки. То есть по горловине здесь у меня будет уже планочка идти. Набрала 3 петли. Вот во вторую петлю ввожу крючок, набираю петлю на крючок. В третью набираю третью петлю на крючок. И далее ввожу крючок в кромку, как мы вводили. Здесь уже я ввожу вот в петельку планки, которую провязала только что. И провязываю сразу вот третью петлю, затем вторую и первую. И продолжаю вязать такую узенькую планку. Сначала по петлям планки провязываю. Здесь, смотрите, у самой кромки вводим, вытягиваем третью петлю и сразу провязываем. И вот идет ряд ровных петелек с аккуратным уголком. Здесь, смотрите, в конце вот в крайнюю петельку планки и провязываю 3 петли. И вот получается вот такой оформленный уголок. И далее уже вяжу так в третью, 3 петли вытянули и далее вводим в кромку. И здесь, смотрите, вводите так крючок, чтобы не было отверстий в крае полотна. И если вы хотите немножко подтянуть горловину, то вытягивайте петельки, вот вводите в кромку чуть пореже. И тогда здесь горловина наверху немножко затянется. И сейчас я провяжу планку вот по всей горловине и покажу переход уже по второй стороне. Буду вязать планку, на которой будут пришиваться пуговицы. Тут тоже все очень просто. Единственное, что будут отличаться здесь направление петелек. Но это будет мало заметно, зато удобно, как удобно вязать. После того, как я обвязала горловину более узкой планочкой, теперь я буду вязать планку по второй полочке и покажу, как оформлять уголок. Смотрите, здесь я закончила вязать планку вровень с кромкой полочки. И далее несколько рядов провяжу еще планки на 3 петли. Для этого просто ввожу крючок вот во вторую, в третью петельку и затем провязываю 3 петли с крючка. И провяжу, так как я буду вязать планку по полочке на 4 ряда, здесь я провязываю 3 ряда. Вот первый, второй и третий ряд. То есть у меня здесь вот 1, 2, 3 петельки. И теперь я провязываю 2 соединительные петельки и перехожу на вязание уже планки вниз. И здесь, смотрите, вот такой слегка закругленный край, точно так же, как и по первой половинке получился. И здесь все очень просто. Начинаем набирать петли. Первая петля на крючке есть. Вводим крючок вот за кромочные петельки планки. Вытягиваем из 3 петель 3 петли для вязания планки по полочке. Всего на крючке 4 петли. И вытягиваем из кромки уже полочки следующую петлю и провязываем первую петлю, вторую, третью, четвертую. И далее вязание идет с направлением от горловины к низу изделия. Здесь уже я не вывязываю отверстия для пуговиц, поэтому вязание идет очень легко и быстро. И вот такой получается уголок.